Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу никогда не выходящую из моды сумочку-торбу. Очень классным и простым узором. Он дорого и стильно смотрится и легко вяжется. Я использую набор фурнитуры, который состоит из готового донышка. Диаметр моего дна 15 сантиметров. Отверстие по донышку по 4 миллиметра. Прекрасно подойдет как для трикотажной пряжи, так и для полиэфирного шнура. Также в набор входит плечевой ремень с кольцами. Кольца привязываются к полотну, а ремень крепится на карабины 120 сантиметров. И утяжка с ограничителем. Эти элементы придадут изделию завершенный вид. Также сумочку можно связать с донышком любой формы, овал или квадрат. Схема добавлений от начала вязания не поменяется. Использую полиэфирный шнур карамель. Характеристики нити в 200 метрах 500 грамм. Мой цвет маффин. Очень классное сочетание, но такие изделия здорово смотрятся и в монохроме. Также я приготовила сантиметровую ленту. Буду озвучивать размеры в сантиметрах, количество рядов и количество петель. Ножницы и набор крючков. Вязать полотно буду крючком 5 мм. Крючок 4 мм потребуется для того, чтобы начать вязание от донышка. Его головка прекрасно проходит в отверстие по фурнитуре. Все необходимые ссылки оставляю для вас в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Первым делом от начала мотка я откладываю 1,5-2 метра нити. Они потребуются как запас для соединения рядов последующим аккуратным и незаметным способом. Теперь взяла крючок 4 мм, вставляю с лицевой стороны. На лицевой стороне заготовки у меня выпуклые части пуклей. Здесь плоская часть. Вставляю крючок, подхватываю нить. Здесь сейчас внимательно от клубка ниткой я буду проводить обвязку края. Вставляю в следующую точку и провязываю соединительную. Так далее, петля за петлей, не затягиваю, достаточно свободно по кругу. У меня последняя точка. Я увожу в сторону рабочую нить и подхватываю край начала, где оставляла запас нити для соединения рядов. С помощью этого края вытягиваю его полностью. Я заканчиваю обвязку. Провожу нить вперед, увожу ее под первый стежок обвязки и возвращаю в исходную точку на изнанку. Аккуратно и незаметно. Снова эта нить остается в стороне. Продолжаю работать нитью от клубка. Здесь сейчас я вставляю крючок в следующую точку, подхватывая пол петли обвязки. Подхватываю рабочую нить достаточно свободно, так как потом я перейду на крючок номер 5. Формирую столбик без накида. Далее то же самое. Пол петли обвязки и столбик без накида. Здесь по кругу мне нужно будет добавить петли для того, чтобы плотность вязания соответствовала объему сумки. У меня уже сделан расчет. Добавку нужно сделать в каждую пятую точку. Я провязываю еще 2 столбика и в пятую точку провязываю сразу 2 столбика, то есть делаю добавление. Первый и сюда же вставляю крючок, провязываю второй. Еще раз акцентирую внимание, в каждую пятую точку нужно провязать сразу 2 столбика. Вяжу еще 4 столбика, снова добавление, 4 столбика, добавка. Так до конца ряда, пока не закончатся точки.
У меня завершается ряд, и в последнюю точку приходится добавление. Это 9-е добавление ряда. Здесь начинался ряд с 4 одинарных добавки, значит заканчивается добавкой. Провязываю в эту точку первый столбик и сюда же второй. Провязываю его рабочей нитью, но завершаю с помощью запаса нити, вытягивая его полностью. Провожу нить в первую кромочную косу за обе дужки и возвращаю в исходную точку на изнанку. Подхватываю здесь 2 нити и увожу этот запас сюда. Все, соединение аккуратно. Первый ряд закончен. Теперь я перехожу к вязанию узора. Убираю в сторону крючок номер 4, основной крючок 5 мм. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы, подхватываю рабочую нить, вытягиваю ее на высоту столбика. Далее в следующую точку за обе дужки вытягиваю нить на высоту столбика. Сейчас у меня 2 петли на крючке, провязываю их вместе. Так начинается ряд узора. Далее буду вставлять крючок в уже провязанный столбик за полупетлю с краю и в следующую точку за обе дужки вытягиваю и провязываю эти петли вместе. Вяжу достаточно свободно, чтобы не перетянуть узор, и слежу за тем, чтобы нить не была перекрученная. Нить должна поступать в полотно достаточно ровно. Можно клубок установить на опору. Снова полупетля провязанная, следующая точка за обе дужки. Провязываю эти петли вместе. И так далее. Каждый столбик состоит из подхваченной полупетли и нового столбика без накида. Вяжу точка в точку, без добавлений, без убавлений. У меня здесь сейчас последняя точка ряда. Подхватываю полупетлю провязанную, за обе дужки кромочной косы провязываю последний столбик узора. Теперь увожу в сторону рабочую нить, беру нить запаса. Вставляю крючок в полупетлю. Теперь мне нужно вставить крючок в основание первого столбика. Здесь выходит диагональ. Это первая точка, с которой начинался ряд. Вот вставляю вот сюда, в центр этой диагонали. Подхватываю запас нити и вытягиваю его полностью. Таким образом у меня получается лаконичное завершение узора. Протягиваю нить, в первую кромочную косу вставляю крючок, увожу нить туда. И теперь возвращаю в исходную точку, завершая соединение. Нить соединения снова на изнанке. Вот так выглядит это с лица, незаметно и аккуратно. Второй ряд, он будет считаться обратным, и вязать я его буду по изнанке. Поворачиваю наизнанку. Здесь у меня рабочая нить, это нить запаса для соединения рядов, она сейчас остается в стороне. Крючок вставляю с лицевой части в петлю, которая находится немножко слева от рабочей нити. Здесь за обе дужки кромочной косы и подхватываю третью нить, она является задней перемычкой ряда. Подхватываю рабочую нить и вывожу на лицо. Вяжу по изнанке, но все время ориентируюсь на лицо своего изделия. Далее вставляю крючок в следующую точку за обе дужки и за перемычку. Вывожу еще одну петлю и провязываю эти 2 петли вместе. Это первая петля второго ряда по узору. Далее буду вставлять точно так же крючок в полупетлю провязанной петли. Здесь подхватываю и следующая точка. Также за обе дужки перемычка. Провязываю эти петли вместе. Так далее. Снова полупетля провязанная. Следующая точка.
провязываю. Здесь сейчас контролирую, чтобы по лицевой части нитки не перекручивались, ложились так же ровно в узор, как это было и по прямому ряду. Снова подхватываю, следующая точка и провязываю. Так вяжу до конца ряда. Завершается второй обратный ряд. Здесь у меня последний столбик. Подхватываю полупетлю, ввожу крючок за обе дужки и задняя перемычка, рабочая нить и провязываю. Готово. Теперь убираю рабочую нить в сторону, работаю с запасом нити. Вставляю крючок в полупетлю, далее нахожу первую диагональ ряда, она здесь, прокалываю ее в центр. Вот это первая кромочная коса. Важно не подхватить ее, иначе будет сокращение количества петель. Подхватываю диагональную петлю и заднюю перемычку для того, чтобы было крепко. Запас нити, вытягиваю его полностью. Здесь сейчас можно перейти на лицевую сторону и посмотреть, чтобы количество диагоналей совпадало, низ с верхом. Здесь немножко нить перекрутилась, я придаю ей правильное положение. Вот у меня соответствие диагоналей и увожу нить в кромочную косу. Сначала на изнанку, потом возвращаю в исходную точку, тоже на изнанку. Готово. Подтягиваю, формирую, перехожу на лицевую часть. Если кое-где диагонали перекручены, на этом этапе можно аккуратно их поправить. Здесь все ровно. Захожу на третий ряд с помощью рабочей нити. Вставляю крючок за обе дужки и задняя перемычка. Первая петля. Следующую точку точно так же вторая петля, провязываю эти петли вместе. Это диагональ, в эту точку я буду соединять следующий ряд. Так вяжу, чередуя ряды, один прямой в одну сторону, другой обратный. Всегда ориентируюсь на лицевую часть, чтобы узор был ровный и аккуратный, петли ложились и не перекручивалась нить. Так навязываю необходимую глубину. Сейчас я вяжу 14 ряд, количество рядов четное. У меня обратный ряд, и я наметила равноудаленные точки по 2 петли с одной и с другой стороны. Сюда закрепятся полукольца для плечевого ремня. У меня 54 петли в круг, минус 2 и минус 2 по 25 петель от маркера до маркера. Итак, вставляю крючок в текущую полупетлю, сюда же прикладываю кольцо и вставляю крючок уже сквозь кольцо и в намеченную точку. Провязываю. Одной петли недостаточно, поэтому то же самое делаю со следующей петлей. Полупетля, намеченная точка, подхватываю нить, провязываю столбик. Следующая полупетля и уже мимо кольца, так как оно закрепилось на 2 столбика, вставляю крючок и провязываю столбик. Тем же самым узором, теми же самыми столбиками я накрепила деталь очень аккуратно и лаконично. Продолжаю до следующего маркера, там делаю то же самое. У меня завершается 14 ряд и соединяю его точно так же с помощью запаса нити. Полупетля и соответствующая точка
начало этого ряда. Вытягиваю нить полностью. В первую кромочную косу увожу и возвращаю эту нить в исходную точку на изнанку. Здесь можно перейти к вязанию следующего ряда. Изделие может быть нескольких видов. Сейчас глубина моей сумочки 15 сантиметров. Этого недостаточно для того, чтобы вставить утяжку в полотно изделия, как я делала в этом видео. Кстати, ссылку на вязание этой сумочки оставляю в описании под этим роликом. Здесь утяжка вставлена в вязаное полотно, ничего дополнительного не требуется, даже не требуется вшивание подкладки. Это изделие немножко другого вида. Я уже подготовила вкладыш-мешок, который послужит подкладкой и частью изделия. К слову, этот мешочек я купила в Fix Price. Он уже готовый. Здесь я сейчас заменяю утяжку и вшиваю его по кругу. Изделие будет смотреться очень стильно и ярко. Сумка получилась очень стильная и красивая, несмотря на свой размер, очень вместительная. На все изделие у меня ушло 220 грамм пряжи от 500-граммового мотка. Глубина изделия по вязаной части 15 сантиметров, общая глубина изделия 23 сантиметра. Если вам не хочется использовать мешок, как это делала я, вяжите глубину изделия порядка 20 сантиметров, и тогда утяжку вставляйте прямо в вязаное полотно. Смотрится тоже очень круто и стильно. Еще раз напоминаю, все необходимые ссылки остаются для вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!